Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Вердикт. И да, прошу извинить меня за не очень здоровый голос, я слегка приболел, но выпуск делать надо, поэтому придется немного потерпеть. И да, совсем скоро, буквально через несколько дней на этом канале выйдет еще одно очень важное видео, которое я очень прошу всех вас посмотреть в обязательном порядке. Ну, то есть не в обязательном порядке смотрите, я вас принуждаю, но это было бы очень здорово и очень важно для канала. Итак, начнем. Сегодня у нас в планах пополнить плейлист с обзорами на компьютерные мышки еще одним вариантом мыши, которая пришла мне вместе с Zero Date X400 из прошлого обзора. Это модель X200 от той же фирмы, и давайте посмотрим, получилось ли у нее избежать всех тех недостатков, которые были у X400. Ну и как всегда, начнем с внешнего вида. Первое, о чем хочется сказать, что мышка выглядит вполне себе симпатично. Черный софт-тач пластик, хорошая сборка, кабель в оплетке. И единственное, что красная глянцевая краска выглядит, на мой взгляд, немного дешево, но это все же вкусовщина. Количество кнопок стандартное, это кнопки переключения профиля DPI, основные кнопки мыши и колесо, кнопки перехода вперед и назад в браузере, и в дополнение к этому тут есть еще одна кнопка, которая при таком расположении обычно настраивается как снайперская. А вообще через софт, идущий в комплекте, перенастроить можно практически любую клавишу этой мыши, но об этом чуть позже. Форма мыши очень удобная, но есть одно но, о котором я также расскажу чуть позже. Радует также прорезиненная площадка под большим пальцем, однако вот в области под мизинцем такой же площадки, к сожалению, не хватает. Задняя часть мышки сменная. В комплекте идет еще одна панелька, которая очень легко меняется. Одна для чуть более высокого положения ладони и другая, соответственно, для чуть более низкого. Держится такая панелька очень просто, на обычном магните и, что удивительно, не люфтит и не слетает. Кстати говоря, красная окантовка возле колесика и под кнопкой переключения DPI, естественно, не металлические, как оказалось и с прошлой моделью. Однако, в отличие от прошлой модели, как раз таки тут ничего не люфтит и колесико отлично закреплено и не болтается. Теперь, что стало для меня небольшой и неочевидной неожиданностью. Вы же тоже видите эти декоративные металлические вставки под задней площадкой по левую и правую сторону? Так вот, когда я начал более подробно осматривать мышь, оказалось, что это далеко не для декора. Это те самые грузики для утяжеления мыши. При том, чтобы их снять, потребуется отвертка, чтобы открутить специальный фиксатор, находящийся под задней панелькой. Грузики весят немного, но в этот раз меня пугает не сколько их вес, а то, сколько махинаций нужно сделать, чтобы их достать. Это решение действительно немного странное. Особенно странно выглядит мышь, когда не все грузики стоят на месте, а, скажем, установлено только 3 грузика. Ну да ладно, это уже придирки. Суммируя, хочется ответить сочетание хорошей сборки, приятного внешнего вида с несколькими сомнительными решениями, которые я озвучил до. А теперь, что касается того самого «но». Лично у меня мизинец лежит на ребре правой кнопки мыши, и в этом месте у нее есть очень неприятный угол. И я уж не знаю, столкнется ли с этой проблемой человек с большей ладонью, например, но лично мне этот угол сильно упирается в мизинец и натирает его при перемещении мыши. И даже если подобная проблема не будет наблюдаться у других людей, все же это не очень удачное дизайнерское решение размещать такой угол в месте соприкосновения с рукой. Теперь, что же касается начинки. Сенсор здесь стоит Avago 3050, и, насколько я знаю о нем, это достаточно простой сенсор, который используется во многих бюджетных решениях. И поэтому максимальное значение DPI этой мышки 4000. Переключатели здесь стоят так же Huano, как и на Zero Date X200. Однако, постойте, это что? Эта мышь не перестает меня удивлять. Внутри скрывается главный и основной утяжелитель данной мышки, который весит примерно столько же, сколько и все остальные внешние грузики. Вот это я понимаю кастомизация веса. А если серьезно, то если вы вдруг захотите сделать мышь легкой и практически невесомой, то сняв маленькие грузики и вынув изнутри этот металлический брусок, у вас без проблем получится достигнуть этой цели, и мышь практически не будет ощущаться в руке. Не знаю, кому это может пригодиться, но все же для справки вы должны были это знать. Что же касается ПО, то это примерно тот же софт, что и у Zero Date X400, что очевидно. Это 2 вкладки, основные настройки и дополнительные. На первой вкладке можно поменять назначение всех клавиш и сохранить их под 2 профилями. Также можно настроить частоту опроса, значение 4 профилей DPI, ну и, конечно же, подсветку. А она здесь имеет настройки выбора режима, скорости и эффектов. Подсветка, кстати, RGB, и поэтому можно выбрать абсолютно любой цвет. Только вот она не яркая и она очень неравномерная, и особенно это заметно опять же на кнопках.
На второй вкладке настроек можно выбрать опять же скорость движения курсора, скорость скроллинга, скорость дабл-клика и, конечно же, записать макросы. В общем, вот такая необычная и интересная китайская мышь с приятным внешним видом и хорошей сборкой, с простеньким сенсором, с очень чудаковатой настройкой утяжеления, с ПО, которое позволяет записывать макросы, и с подсветкой, которая не очень хорошо подсвечивает клавиши. И стоит эта мышка, напомню, 890 рублей. Советовать или отговаривать вас от покупки вот этой мыши я не буду, но хочу еще раз напомнить, что сенсор стоит достаточно простой, и называть эту мышь полноценной игровой мышью было бы не совсем корректно. Однако, что касается комфортного использования, то это вполне реально, мышь очень удобная, и главное, чтобы она не натирала ваши пальцы. В любом случае, выводы делайте сами, я постарался быть как можно более подробным. Спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, и если это так, то вы подпишитесь на канал, оцените видео, как считаете нужным, напишите какой-нибудь комментарий, да даже погоду в своем городе, неважно. Пишите все, что думаете. Так, что там еще? Нажимайте на колокольчик обязательно, и увидимся с вами в следующем выпуске, который выйдет буквально через пару дней. Обязательно посмотрите его, я надеюсь, что вы не пропустите. С вами был канал IT Verdict. Пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.